Здравствуйте, мои любимые, мои хорошие. Теремукалли. Сегодня мы с вами приехали в такое красивое место, курортный городок Усть-Нарва. Находится он в Эстонии, на берегу моря. Здесь, конечно, не озеро, и ветерок так уже посильнее, но как здесь тепло, как здесь красиво. Первое, что нас поразило, когда мы сюда приехали, это природа. Здесь такие прямо какие-то вековые вот ели, сосны, такие деревья, леса. Первое – это природа, но потрясающе совершенно. Второе – это, конечно, море, наш Финский залив, наше Балтийское море. Ветер, тепло. Здесь один из лучших пляжей в Эстонии. Простирается на много-много километров. Чистый белый песочек. Пляж этот официальный. Здесь кабинки для переодевания, скамеечки, кафешки. И все для этого предназначено. Какой здесь воздух, вы не представляете. Здесь специальные деревянные настилы, которые ведут к воде, чтобы было очень легко, удобно спускаться прямо на берег моря. Наверное, сейчас очень шумно из-за ветра. Звук будет, наверное, шумно записан, но как здесь красиво, какой он широкий. Песчаный, долгий-долгий такой. Ой, как красиво. Здесь невероятно тепло, несмотря на ветер. Целые ряды раздевалок здесь через каждые, я не знаю, сколько метров. Скамеечки, раздевалки. Вот здесь мы подъехали, увидели в парк. Очень красивый парк, роскошный совершенно. Это, наверное, парк Нарва-Joensuu есть. Я думаю, что впереди это разрушенное здание Кургауза. Это курортный зал был здесь, я так предполагаю. Да, там, видимо, даже афиши сохранились. Ну вот, видимо, это он. Так, поближе здесь. Да, тут даже афиша вон. Ну, вот это как местный порт, причал. И здесь уже пришвартованы частные яхты, частные катера.
Здесь не море, это река Нарова. Причал Кичисы очаровательные. В виде якоря такие. Нарва-Йоэсу там. Порт Нарва-Йоэсу. Или усть Нарвы, как кому удобно. Вот они, пришвартованные частные катера. А на той стороне, друзья мои, Россия. И сейчас я попробую увеличить вам. Может быть, вы увидите, вот среди деревьев, как вышка. Это уже российская вышка, наблюдательная. Вот, видите, да? Вот. Это уже российские наблюдатели. Здесь можно деткам поиграть. Вон там детская площадка. Здесь развиваются на порту флаги Евросоюза, эстонский флаг и флаг Нарва-Йоэсу. А вот в воде посреди реки, я так понимаю, что это пограничники, пограничный катер. Видите, наверное, да? Уточки какие. И уточки, и там вдалеке лебеди. Полный комплект здесь. Какие хорошенькие. Уточки, да, Кристина? Река Нарова. Она же граница между Российской Федерацией и Эстонией. Природа, конечно, здесь просто поражает. Здесь огромные какие-то такие деревья, такие сосны, такое мощное. И опять же, все очень красиво, все скошено, все чисто. Здесь очень много туристов всегда. Туристов из России тоже много. Они очень любят здесь отдыхать. Любят они отдыхать здесь у нас в санаториях. Здесь санаторий Нарва-Йоэсу. Кстати, единственный санаторий, в котором оказываются медицинские услуги. И еще построены два роскошных совершенно спа-отеля. Мересу и Норус. Очень красиво. И детская площадка. Кристина побежала. Здесь места для грилей, видимо. Да, для гриля, для отдыха. Свои угли, шашлыки, можно здесь сидеть целый день проводить. Да, вот на середине реки это пограничники, я так понимаю. Угу. Вот это заправка для яхт и катеров. Рыбачат здесь люди. Написано, купаться здесь запрещено.
Здесь на побережье много разных кафешек, магазинчиков, стоянок. В общем, здесь очень удобно, где припарковаться можно, в кафе посидеть. А это выставка фотографий рыбы Балтийского моря. Полная палитра рыбок. Выставка прямо здесь, на свежем воздухе. И невероятная природа, просто завораживают здесь деревья. Красивые очень дома здесь. В основном частный сектор, дачные участки. Некоторые звезд российского шоу-бизнеса здесь имеют дачи. Пахнет кончик. Детская площадка какая. Да, это, видимо, и есть спа, вот эти все. Ничего не написано, не вижу. Сейчас почитаем, что это такое. Не почитаем. Там видно бассейн, вот за этой оградой слышно, плавают. Ага. Вот, это Нарва Юэсу спа отель. Хоть на половике написано, то там не было. Здесь ресепшн. А здесь спа и тервиси кескус. Угу. Здесь надо заранее бронировать вот эти вот номера. И тогда можно приехать сюда и отдыхать. Как там плещется. Детки. Ой, вот это природа. И здесь тоже променад и тоже выход к морю. Здесь таких променадов и выходов очень много. И вот опять выход к морю. Еще один. Опять комплексы для отдыха. Беседка вон какая. Интересно, надо туда забраться. Ой, здесь дождь был, что ли, такой сильный. А здесь всякие причиндалы для купания. Тоже строение интересное. Там крыша прямо стеклянная, куполообразная. Здесь, кстати, очень много. Я тоже вижу, что заброшенное здание. Здесь таких зданий заброшенных как-то или с заброшенным видом достаточно много. Рядом с ним соседствуют роскошные спа-отели, но есть очень много таких
заброшенных с виду. Не знаю, что внутри. А это, наверное, обычный жилой дом. Красивые резные балконы. Может быть, реновированное, может быть, заново отстроено. Наверное, современное здание, скорее всего. Жилой комплекс. И везде зелень, зелень, зелень. Какой-то ресторан, курорт называется. Детишек ведут. Вот одна очень интересная вещь здесь. Ну, здесь про нее написано, я тоже знаю, вам расскажу сейчас. Детишки, видимо, целый лагерь какой-то. Здесь на природу вывозят их. Ну так вот, вот это вот в конце 19-го, в начале 20 века на пляжах этого поселка вошли в моду вот такие специальные кабинки, в которых купальщиков возили в море для купания. Кабинки эти были предназначены также и для переодевания. Сначала эта услуга использовали эту услугу с помощью лошадей, значит, воду загоняли, а потом это просто мужчины стали, мужскую силу стали использовать. Вот. Была эта услуга платной и для переодевания, да, и купаний, поэтому пользовались только состоятельные люди. Вот такие вот кабинки. Здесь она, видимо, стоит как память. Да, это купальни. Вот видите, как с помощью лошадей их вот так вот вывозили, там купались. Вот такой красивый поселок. Вообще, ой, какие деревья мощные. Вообще, в начале, до 1921 года, поселок этот Нарва-Йоэс носил совершенно другое название – Гунгербург. И не просто так это название возникло. Сейчас вам расскажу. Здесь потише. Кристина, иди сюда. Существует такая легенда, согласно которой это название Гунгербурга поселку присвоил царь Петр I. В начале Северной войны он осматривал устье реки Наровы с целью сооружения здесь инженерных сооружений. И проголодавшись, он попросил у местных жителей поесть. Но они были настолько бедны, что не смогли накормить царя. И после чего Петр I воскликнул: «Гунгербург», что в переводе с немецкого означает «голодный город». Вот такое. Так это согласит легенда. Появилось название этому поселку. Ну а с 1872 года Гунгербург начал развиваться как дачный поселок, как курорт. И в этот поселок устремилась знать из Петербурга, из Москвы. Кристиночка, в сторону отойди, здесь машина ездит. Мы так идем прямо по проезжей части. Здесь очень узкие улочки, очень много одностороннего движения. Парковки в основном платные, но есть бесплатные. В общем, это в целом очень зеленый, красивый поселок. Здесь есть и многоэтажки, но их очень немного. В основном это частный сектор. Очень много променадов и выходов к морю. Вот ищем какое-то кафе. Надеюсь, что это название уже не оправдывает себя. Здесь есть где покушать. Нашли какие-то здесь старинные ворота. Ковка какая. Здание это продается, не знаю, что здесь. Очень красиво внутри. Ой, какая красота. Ой, какая красота невероятная. Дерево растет внутри. Потрясающе. Вот, а мы здесь какое-то кафе проехали. Вот. Ой, Мюе.
тоже, что ли, нету ничего. Здесь и правда, что покушать-то негде. Нет, да, тоже кафе закрыто, все закрыто. Ресторан в отеле. Вот, кафе. Кафе. С 9 до 23. Все закрыто. Видимо, они держат марку своего старинного названия, своего происхождения. Кушать здесь действительно негде. Кристина уже голодна. Вот здесь через дорогу какое-то как кафе. Не кафе, а будка. Будка. Вот здесь может быть что-нибудь такое попить. Что-то тут только мороженое. Что-то мороженое как раз-то не очень тянет. Здесь только мороженое, Кристина. Здесь только мороженое. Ну там вода есть. Пришли мы с вами в парк Нарва-Юэсу. Роскошный пруд вижу, беседку, уточек. Люди отдыхают здесь, проводят время прямо на траве, около воды, с колясочками. Ой. Утки все парами, как с волной волна. Вот здесь можно отдыхать. Очень красиво, конечно. Какая вода зеленая, зеленая. Беседка, везде стоят мусорные ящики. Чистота и красота. Здесь как прям арка какая-то. Мост и вход. А теперь сделай так, чтобы... Да, теперь звук. кувшинки. Кувшинки вам покажу. Но листья во всяком случае точно. Здесь должны быть еще лебеди где-то. Люди отдыхают прямо вот так вот, ложатся и отдыхают. Вот давайте с вами в эту беседку тоже зайдем. Посидим, здесь так хорошо, умиротворенно. Тепло очень сегодня. Она прям со шпилем, резная. Здесь можно не посидеть, а постоять. Здесь даже освещение, видимо, вечером есть. Посидеть здесь негде. Ну, давайте постоим. В этой арке часто любят фотосессии проводить, всякие свадебные и не свадебные. Ой, сколько голубей здесь. Голубей много там. Березки, смотрите. Ага, очень красиво. И сосны, какие стволы. Так, вот какие здесь розы. Мы вот здесь встали. Здесь тоже был проход к морю. Кафе, стоянки. И
спа-отель Мересу. Вот здесь сейчас во время пандемии все номера у машин эстонские, а обычно это излюбленные места Нору Спа и Мересу российскими туристами. Вот, но это спа-отели. Здесь расположены водно-банные центры, 12 бань, 3 отдельных бассейна, много разных джакузи. Тут же недалеко находится нудистский пляж, официальный нудистский пляж в Эстонии. Здесь, очевидно, работают фонтаны, должны работать. Вот такое здание спа-отеля. Еще есть Норус спа. Ой, какая тут природа. Ну, давайте в кафе пойдем. Как в море здесь бушует, прямо отсюда слышно. Вон здесь такая кафе. Здесь, ой, как красиво, невероятно. Давай руку. Пахнет хорошо. Ага. Столовый пахнет. Ой, какая красота. Но здесь, конечно, лучше на террасе кушать. Здесь меню есть. Здесь меню. Давайте. Пойдем сядем? Давай Нет, давай на террасу. Не хочешь? Да, на террасу пойдем. Да. Пойдемте на террасу. Ну, по традиции вам меню быстренько. Это трафик кафе. Значит, закуски 4,95,90, салаты 6,90, свежие всякие такие, супы по 3,90, по 8, по 9 это основные блюда, домашнее как бы жаркое, свиной шницель, куриный шницель, шашлыки по 7,90, детское меню 5 евро. Паста по 5, по 6,90 и всякие добавки по 2 евро и десерты от 3 до 5 евро. Мороженое, разные коктейли, фонданы и так далее. Переводила, здесь все на русском языке есть. Ну вот, посмотрите. Вот, Кристине такое пирожное заказали. Сок. Сейчас карбонару еще принесут, салатики. А тебе уже принесли. Это пирожное. Сначала будешь пасту есть. Вот нам принесли хлебушек, и мы заказали салаты с курицей. Так, а Кристине карбонара пришла. Угу, очень хорошо. Ну, вкусно, мам? Очень. Очень. Кристина, тебе нравится? Нравится, да? Мне тоже. Ой, какой принесли десерт. Фондан с мороженым. Боже мой. Очень большие порции. Очень, да. Здесь порции, кстати, ничего себе. Ну, боже мой, какая прелесть. Такой теплый. И оттуда вытекает это фондан с мороженым. И черная смородина. Очень вкусно. Очень рекомендуем это кафе. Нам всем очень понравилось. И маме, и Кристине. И мне тоже очень понравилось. Здесь большие порции. Недорого, мне кажется. И очень вкусно. По традиции чек. 33,70. Вот наш общий счет. Вот здесь еще около Норус Спа, насколько я слышала, строится типа аквапарк или Веекескус. Водяные вот аттракционы и все это должен быть выстроен. Но вот я не знаю, так это место или нет. Но я слышала о том, что строят крупный. С дороги здесь, конечно, отменные везде. Очень много автобусных остановок. Вот Норус Спа отель здесь. Вон дамочки стоят. Просто здесь особо встать нигде никак. Поэтому я сейчас вот добегаю. Покажу вам этот вот еще один спа-отель.
крупный. Называется он Норус Спа. Здесь тоже комплекс бань, джакузи, бассейны. Можно бронировать через букинг номера. И здесь отдыхать. Ой, надо было сюда заехать, что это я мимо проскочила, не заметила. Вот. Очень красивое современное здание тоже. Как-нибудь нам надо с вами. И вот здесь строится этот аквапарк, или как он сказать. Да, центральный Вейкескус, водяной центр. Водный. Вот. Ну а вот в эти спа-отели как-нибудь тоже приедем сюда с вами. Тогда я покажу вам уже изнутри всю эту жизнь. Как там, что за ванны, какие номера, как что кормят, что вокруг. Это есть у меня в планах посетить это с вами чуть-чуть попозже. В Нарва-Йоэсу еще есть маяк, к которому тоже можно подняться и посмотреть. Его мы не искали, но факт в том, что он здесь есть. Вот такой красивый, зеленый, курортный городок у нас в нашей любимой Эстонии. Очень мне понравился, очень красиво. Надеюсь сюда вернуться, отдохнуть здесь подольше. Ну а сейчас прощаюсь с вами, друзья мои. Нам еще очень далекий путь обратно домой до дачи. Так что всем спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте. Всем пока-пока.